Сатанизм. Всякий раз, когда любому из нас на ум приходит данное слово, мы представляем молодых людей, которые собираются ночью на кладбище, слушают тяжелую музыку и параллельно приносят в жертву четвероногих друзей. Но история сатанизма глубока и переменчива. Незнающий человек видит лишь один образ, однако в действительности все может обстоять иначе. Сатанисты в 21 веке – это одни из самых заинтересованных в общественной активности люди, старающиеся отстоять собственную свободу и границы. Давайте погрузимся в данную историю и получим полезную, а главное – интересную информацию. Сатанизм, простыми словами, дьяволопоклонство. Это те люди, которые отвергают христианскую культуру и идут против нее, всячески прославляя зло в лице сатаны. Они трактуют сатану как символ свободы и могущества. Чтобы не просил человек, он получит. Взамен служит сатане и продает свою душу дьяволу. Чтобы продолжить разговор о сатанизме, скажем несколько слов о том, кто же такой сатана. Наиболее известный образ сатаны – это рогатая красная демоническая человеческая фигура с заостренным хвостом, а порой и с копытами. Исходя из Библии, если христианин был грешным и придерживался темной стороны, то бишь сатаны, то после он отправлялся в ад. Ад же представлен таким местом, в котором правят демоны-садисты, которые выполняют поручения своего хозяина сатаны. Зародился сатанизм еще в 500-х годах до нашей эры, но первые уверенные и осознанные шаги в данную тематику преподнесла Франция в 1880-х годах, а точнее Карл Гюсманс. Это был знаменитый писатель в своих кругах и издал роман под названием «Там внизу в преисподней». Чтобы разобраться в личности человека, который пропагандирует сатанизм, нужно понять ход его мыслей. А именно, сатанист – это тот, кто чувствует свою собственную слабость, не только физическую, но и волевую. Как правило, подобные люди обладают высоким уровнем интеллекта и готовы пользоваться чужими ресурсами. Он готов выстраивать свой собственный мир, свою личность и духовность за счет окружающих людей и любого живого существа, у которого присутствует душа. Сатанист – человек, который пытается обращаться к дьяволу со словами «Я делаю это для тебя, прими данное благо». Проще говоря, это мистик, который тайно обращается к темным силам ради получения любой власти в его жизни. Чтобы картина о сатанизме начала складываться в понятный человеку пазл, важно поговорить о деталях, а именно самые важные и интересные факты. Факт первый. Первая церковь сатаны была открыта в 1966 году под предводительством Антона Шандора Лавей. Открыв ее, он провозгласил себя верховным жрецом и в последующие годы написал сатаническую Библию и сатанические ритуалы. Тот, кто прочитал его книги, разделились на два лагеря. Первые считали, что это все чушь и ему просто не хватает внимания. Вторые же считали, что он действительно мистик-маг, который держит коннект с сатаной. Данная церковь приносила ему хорошие дивиденды, а также позволила самоутвердиться в обществе. Факт номер второй. Само же движение сатанизма выступает против жертвоприношений. Лишить жизни животного дозволительно только в том случае, если сатанист готов употребить его в свой рацион, или в том случае, если оно предполагает угрозу жизни. В той же сатанинской Библии сказано: ни при каких обстоятельствах сатанист не приносит в жертву животное или человеческую жизнь. Факт номер третий. Существует три основных разновидности сатанизма: теистический, люциферианство и сатанизм Лавея. Наиболее известна последняя. Ее сторонники следуют учениям Антона Лавея. Согласно этому мировоззрению, сатана – это образ, символизирующий любовь ко всему земному и отрицание Христа. Большинство последователей Лавея считают себя агностиками и атеистами. Теистический сатанизм основан на вере в то, что дьявол является божеством, достойным почитания или поклонения. Люциферианцы поклоняются Люциферу как ангелу света. Как минимум три этих факта помогли нам построить
логическую цепочку, откуда и от кого это пошло. Развеяло миф о жертвоприношении, и также мы узнали, какие виды сатанизма существуют. Теперь можем двигаться дальше. Влияние сатанизма на человека оказывает слишком пагубные воздействия, и под ними человек в буквальном смысле становится сам не свой, готовый идти на различные преступления. Как пример, в 1985 году Шон Саллерс взял и застрелил человека в магазине. Позже он объяснил свои действия тем, что он был одержим демоном по имени Эзуратте. Спустя 14 лет он был казнен. В 1998 году одна из групп единомышленников, которая называла себя «Звери сатаны», убили двоих собственных друзей ради того, чтобы принести жертвоприношение. Еще спустя 6 лет они заживо закопали свою подругу, потому что она слишком много знала о них. Именно в этом году они были арестованы полицией. Порой сложно поверить в то, что подобные истории могут происходить. И сразу возникает вопрос, кто же будет хуже? Психически больные люди в лечебнице или сатанисты? Можете написать свое мнение в комментариях. Практически как и у любого движения, существуют свои опознавательные знаки. Сатанизм не обошелся стороной. Перевернутая пиктограмма, образующая козлиную голову. Эту эмблему можно найти на обложке сатанинской Библии. Это весьма серьезный знак, который практически всегда говорит о вовлечении в сатанизм. Слово «пентаграмма» происходит от двух греческих слов – «пять» и «линия». Пентаграмма – это один из древнейших религиозных символов, известных человечеству. Первые изображения были найдены на предметах, принадлежащих цивилизации шумеров. Ее использовали древние египтяне, персы, греки, вавилоняне, китайцы и кельты. У всех народов изображение пентаграммы было связано с магией. По основным теориям пентаграмма является графическим изображением или же формулой для правильного воздействия мага и стихий. Пиктограмма не единственный знак в сатанизме, еще существует перевернутый крест, а также дьявольское число 666, которое описано в Библии. Каким образом проходит ритуал в сатанизме? Мы поговорим об одном из существующих, чтобы вы понимали, что это такое. Место, где все это происходит, комната. Она еле освещена пламенем дрожащих свечей. Посреди комнаты красный стол, на котором лежит обнаженная женщина. В руках она держит черные свечи. На ее животе стоит серебряная чаша с вишневым соком. Я думаю, вы понимаете, о какой жидкости я сейчас говорю. Помощник жреца в это время проводит определенные действия по очищению комнаты благодаря специальному жезлу. После чего все участники ритуала, которые одеты в черные одеяния с капюшоном и поясами, начинают произносить проклятия и заклинания, затем громко кричать. Вряд ли это доставит каких-либо положительных эмоций. Возможно, познавательно, но это не точно. Рассказав все это, мы можем прийти к логическому выводу. Пользы от сатанизма нет. К сожалению, данное движение принесло в мир множество зла, боли и слез. К примеру, в 1980-х годах в Чикаго существовала такая банда, как Чикагские потрошители, которые держали в ужасе народ в округе. За 2 года преступники похитили и убили 18 женщин. Данная группировка просто лишала их жизни, а затем использовала в ритуалах и обрядах. Одному из банды вынесли приговор лишения жизни путем инъекции. Другому дали 120 лет лишения свободы с правом условно-досрочного освобождения в 2022 году. Каждый из них получил свое наказание. Вот и простой вывод. Любое движение, основанное на гневе и личной выгоде, никогда не сможет принести пользу обществу. Сатанизм принял настолько популярную форму, что распространился и на киноленты, как пример «Заклятие» или «Реинкарнация». Это просто фильмы для любителей хоррора и ужаса, но реальная жизнь в действительности намного жестче. Сталкиваясь с подобными людьми, мы никогда не сможем узнать, что у них в голове, какие мысли, почему они пошли данным путем. Люди разные, и на самом деле каждый из нас вправе сам выбирать, во что верить и во что нет. Главное, чтобы это не вредило обществу.
Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк, нажмите на колокольчик и до новых скорых встреч. Пока.